Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить лазанью с овощами. На сковороду наливаю подсолнечное масло. Примерно 3 столовые ложки. Чтобы сократить время видео, все продукты я подготовила заранее. И буду использовать готовые листы для лазаньи. Овощи нарезала небольшим кубиком. Вес всех овощей указываю в нарезанном виде. В сковороду кладу лук. Вес лука 60 грамм. У меня это одна крупная луковица. Добавляю одну морковь. Вес моркови 45 грамм. И один сладкий перец. Его вес 100 грамм. Готовлю на медленном огне до золотистости моркови. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Примерно через 5 минут добавляю 130 грамм баклажанов. Один баклажан я предварительно нарезала кольцами и посолила крупной солью с одной стороны, чтобы избавиться от горечи. Дала ему постоять 10 минут. Затем бумажным полотенцем убрала выделившийся сок и нарезала кубиком. Очищать от кожуры баклажан я не стала. Добавляю один кабачок. Его вес 110 грамм. Вот с него кожуру я сняла. Готовлю все вместе до легкой прозрачности кабачка, периодически помешивая примерно 7 минут. Добавляю нарезанные крупным кубиком 4 помидора. Их вес 400 грамм. Перемешиваю. Солю. Посыпаю черным молотым перцем. И добавляю 2 чайные ложки итальянских трав. Снова перемешиваю. И через пресс добавляю 2 зубчика чеснока. Добавляю нарезанный небольшой пучок петрушки. Это все по вкусу. И снова хорошо перемешиваю. Накрываю сковороду крышкой и тушу на медленном огне примерно 10 минут до мягкости помидоров. Готовые овощи переложила в миску. Готовые листы для лазаньи по рекомендации производителя буду варить 2 минуты. Вода в кастрюле почти закипела. Немного солю и опускаю 3 листа для лазаньи. Буду варить по 3 листа на один слой, чтобы они не слипались друг с другом. Всего для лазаньи использую 10 листов. Для моей формы хватит и 9, но у меня в пачке осталось 10 штук. Форму я предварительно смазала подсолнечным маслом. Кладу 3 листа для лазаньи. Пока буду собирать слой, следующие 3 листа успеют приготовиться. Теперь кладу овощи. Количество овощей в 2 слоях примерно одинаковое, и их больше, чем в 3-м слое. Для 3-го слоя овощей оставляю совсем немного. Овощи равномерно распределяю по форме. И если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. В миске у меня 170 грамм тертого твердого сыра. Примерно 1/3 частью сыра посыпаю овощи. Сыр можно использовать любой, по вашему вкусу. Сверху кладу следующие 3 листа теста. Опять слой овощей и слой сыра. Третий заключительный слой – это листы для лазаньи
немного оставшихся овощей и оставшийся сыр. Примерно 300 мл воды, в которой варились листы для лазаньи, смешиваю с 1 столовой ложкой с горкой томатной пасты. Скажу сразу, что с жидкостью в этот раз я перестаралась, так как в овощах тоже есть влага. Перемешиваю, чтобы томатная паста растворилась, и заливаю лазанью. Запекаю в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз. Примерно 40 минут. Моя лазанья готовилась 40 минут и 10 минут настаивалась. Украшаю ее 2 веточками петрушки и отрежу порцию, чтобы показать вам. Лазанья сочная, жидкость вся не испарилась, ее даже много. Вот такая овощная лазанья у меня получилась. Она вкусная, мой сын съел сразу 3 порции. В моей семье любят есть лазанью на ужин. Конечно, мужчины больше любят лазанью с мясом. Но летом и ранней осенью, когда есть свежие овощи, они с удовольствием едят лазанью с овощами. Как видите, рецепт овощной лазаньи очень простой, из доступных продуктов. И готовится она просто, а съедается быстро. Смотрите, какой аппетитный кусочек. Рекомендую вам приготовить лазанью с овощами. Она вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока.